Бумажный тигр запускает бумажных ястребов. Как Кремль реагирует на поставки томагавков? Военные заводы горят уже на Урале. То ли еще будет? Спецоперация идет по плану. Очередной регион в стране-агрессоре вводит лимиты на топливо. Урсула фон дер Ляйен назвала действия Москвы по имени и обещает ответ. Не только томагавки. Украине могут передать большую партию бронетехники. Массовые увольнения в России охватили новую отрасль. Утром судья, вечером хозяин сети борделей. Как заработать миллиард ногами? Очередной рекорд в области спорта. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Москве явно нервничают из-за поставок американских дальнобойных ракет Киеву. На сцену выпустили известного ястреба, заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Это очень серьезный эскалационный шаг. Действительно, появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин «качественное изменение обстановки». Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей. Правда, согласитесь, говорил это зам Лаврова без обычной своей спеси и даже как-то неуверенно, скорее как бумажный ястреб. У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещинами, которое рушится. Виноваты в этом американцы. Правда, интересно, кто же не выполнил обещание сесть за стол переговоров? Ну да что могут изменить заявления Рябкова, если даже недавние рассуждения Путина о томагавках на заседании Валдайского клуба Вашингтон не воспринял? Скорее наоборот, Трамп после этого заявил, что практически принял решение о предоставлении этого оружия Украине. А Песков накануне даже неосторожно предположил, что томагавки уже доставлены по адресу. Правда, кое-кого заявления Сергея Рябкова все-таки напугали держателей российских акций. Российский фондовый рынок отреагировал сильнейшим за 3 года падением на резкие заявления заместителя руководителя МИДа, который дал понять, что надежды на окончание войны в Украине практически сошли на нет. Акции «Газпрома» к вечеру среды подешевели на 4%, Сбера и ВТБ почти на 5%, Роснефти на 2,5%, около 5% потеряли бумаги Северстали, Аэрофлота, Ростелекома, Интер РАО и Магнитогорского металлургического комбината. Пока о дальнобойных американских ракетах ведется столько дискуссий, за Уралом загорелся второй завод за 2 дня. В Новосибирске вспыхнул сильный пожар в промышленной зоне. Столб дыма видели из разных концов города. Загорелся торгово-производственный склад рядом с заводом припоев, выпускающим электронику для военных целей. По сообщениям местных властей, пламя охватило 2000 квадратных метров, а тушить его прибыли 70 пожарных и 23 единицы техники. Это уже второй пожар промышленного объекта за Уралом за последние 2 дня. Ранее в Екатеринбурге горело здание рядом с Уральским турбинным заводом. Там тушили огонь 26 единиц техники и 76 спасателей. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Очевидцы слышали сильный грохот. Причины пожара официально не озвучены. Завод также производит продукцию двойного назначения. Позже в городе была проведена эвакуация персонала нескольких оборонных предприятий из-за угрозы дронов. Председатель Еврокомиссии, выступая в Европарламенте, затронула тему вторжения российских дронов в воздушное пространство Европы. В нашем небе происходит что-то новое и опасное. Только за последние 2 недели истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны пролетали над критическими объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии. Авиарейсы приостанавливались, взлетали истребители. Напомнила Урсула фон дер Ляйен и о постоянных кибератаках, перерезанных кабелях и вмешательстве в выборы. Это не случайные провокации, это целенаправленная последовательная кампания, призванная дестабилизировать наших граждан, испытать нашу решимость, разъединить наш союз и ослабить поддержку Украины.
Урсула фон дер Ляйен добавила, пришло время назвать вещи своими именами. Пришло время назвать вещи своими именами. Это гибридная война. И Европа должна ответить, поставила точку Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении. Массовые увольнения в России охватывают новые сферы. После гигантов автопрома эстафету принимает одна из крупнейших финансовых организаций. Сбербанк проводит масштабные сокращения айтишников. Под удар попадают и рядовые специалисты, и руководители команд. По данным телеграм-канала «Профсоюз работников IT», сокращения могут затронуть около 5000 сотрудников. Увольнения проходят в 3 этапа. Первый прошел летом, второй идет сейчас, третий ожидается к концу года. В некоторых подразделениях остаются лишь руководитель и пара ключевых сотрудников. Целые отделы закрываются полностью. Формальная причина – внедрение искусственного интеллекта, но сотрудники считают, что это лишь предлог. Компенсация ограничивается 2-3 окладами и сохранением годовой премии. Руководство банка называет это оптимизацией. Украина может получить несколько десятков танков. Начальник Генштаба Чехии готов предложить правительству передать Киеву 30 модернизированных Т-72. По словам Карла Ржеки, ремонт этих машин начался еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Техника должна была использоваться чешскими вооруженными силами до момента приобретения новых танков. Но в настоящее время на вооружении армии Чешской Республики уже находятся немецкие «Леопарды 2А4», а принято решение об ускоренном приобретении «Леопардов 2А8». Поэтому начальник Генштаба предлагает передать Т-72 Киеву, так как это послужит и безопасности Чехии. Только вот как отреагирует на это предложение лидер, победивший на выборах партии АНА, Андрей Бабиш? Во время кампании он критически высказывался о поставках боеприпасов и вооружений Киеву. Правда, на формирование новой коалиции Бабишу потребуется время, и, похоже, начальник Генштаба надеется, что решение успеет принять действующее правительство. Очередные новости из банки с пауками. Генпрокуратура нашла новые пикантные подробности в деле бывшего главы Совета судей России. Оказалось, что Виктор Мамотов вместе с партнером Андреем Марченко контролировали сеть отелей «Мартон». Их прокуратура называет настоящими ночными клубами для нелегальной сдачи номеров и саун, в которых клиентам оказывали услуги жрицы любви. Генпрокуратура обвинила Мамотова не только в крышевании проституции, но и в уклонении от уплаты 500 миллионов рублей налогов и дроблении бизнеса. Сам бывший судья заявил, что не имеет отношения к отелям. В Останкинском суде Москвы идет процесс изъятия имущества у Мамотова и его партнеров рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей. Только одной недвижимости у этой группы товарищей хотят забрать 100 объектов. Генпрокуратура пошла дальше и утверждает, что Мамотов не только использовал статус судьи для незаконных решений в пользу подельников, но и имел связи с некой криминальной группировкой «Покровские». Мамотов уже 4-й судья, у которого за пару последних месяцев выявили имущество на миллиарды рублей. Среди других Елена Кондрат 10 миллиардов и 9 лет колонии, Аслан Трахов с 2 миллиардами и Александр Чернов с 13. И тут сразу вспоминаешь фразу из Булгакова: «Как же он у вас в очистке-то работал». Хотя и гоголевская «А судьи кто» тут тоже уместно. Шутка про 2 десятка миллионеров, бегающих за мячом по полю, требует своей актуализации. Среди футболистов появился первый долларовый миллиардер. Агентство Bloomberg все подсчитало и назвало имя обладателя золотых ног. Это форвард сборной Португалии и саудовского клуба Аль-Наср Криштиану Роналду. Состояние 40-летнего игрока агентство оценило в 1 миллиард и 400 миллионов долларов. В течение длительного времени Роналду и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получали похожие доходы, но ситуация резко поменялась в 2023 году, когда португалец перешел в Аль-Наср, а Месси в Интер, отмечает Bloomberg. В июне текущего года Роналду продлил соглашение с саудовским клубом на сумму более чем 400 миллионов долларов. При этом португальский футболист получает зарплату без налогообложения. Контракт Роналду с Аль-Насром стал одним из крупнейших в истории футбола. По данным Bloomberg, Месси, с которым Роналду долгое время боролся за звание лучшего игрока мира, заработал за свою карьеру только 600 миллионов долларов. И это до уплаты налогов.
Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.